Всем привет, друзья! Сегодня буду делать украшения вот с таким кулончиком. Кто помнит, я его показывала в распаковке. Покупала на Алиэкспрессе. Такой кристалл красивый. К нему я подобрала белик. Вот такой красивый. Здесь стразики есть. В серебряном цвете решила делать. Фурнитура будет под серебро. Это я колечко подвесила. У меня есть задумка. Если оно не пригодится, я его потом уберу. Ну и к этому кулончику я долго думала, какие бусины подобрать. Потому что тут такой сложный цвет. Он вроде бы и голубой, но и перелив у него и фиолетовый, и бирюзовый внутри. Ну и у меня лежали такие бусины. Бусины Майорка 12 миллиметров. Я думаю, хорошо будет. Сделаю двухрядное украшение на мемори проволоке и покажу, кому интересно, как я буду крепить мемори проволоку в 2 ряда. Кому интересно, оставайтесь со мной. А мне понадобятся бусины еще. Вот такие я подобрала. Я думаю, тоже будут хорошо они здесь смотреться. Немножко подходит такой оттенок. Ну и так как у меня будет серебряная фурнитура, и вот такие бусины у меня есть. Вулканическая лава, такие граненые. Они легкие. И, по-моему, будет здорово. Решила я поставить вот такие шапочки. Тоже показывала их в распаковке. Они мне очень понравились. Но вот я первый раз их буду ставить в украшения. Еще никуда не применяла их. Не знаю, как они поведут себя, но я вот поношу украшения и потом скажу вам, поменял цвет или не поменялся цвет шапочек. Ну а если кто-то их уже применял, напишите, желтеют они или нет. Я такие шапочки заказала в бронзовом цвете. Очень красивые. И как раз они подходят на эту бусинку. Посмотрите, как здорово они смотрятся. Еще я хочу использовать коннекторы. У меня вот такие коннекторы есть. Я их покупала, по-моему, не на Алиэкспрессе. Ссылочки у меня нету. Но я посмотрю, где их покупала. Потом, может быть, в описании, если кому-то надо, напишу. Очень красивые такие коннекторы. Видите, 2 отверстия по бокам, куда крепить. Очень интересные. И чтобы закрепить 2-й ряд, я их поставлю. Буду я, наверное, застежку лебедь ставить. Вот такую вот. Она, мне кажется, больше всего подойдет. Ну и начнем. Сейчас я возьму мемори проволоку, нанизаю немножко бусин. Посмотрю, как будет все это выглядеть, и покажу вам. Ну, вот как у меня получается. Посмотрите, я поставила коннекторы между бусинками. Подвесила белик, то есть кулон. Как шапочки красиво смотрятся на таких бусинках. Здесь поставила вот такие бусины проставочные. Тоже показывала я эти бусины уже в распаковке. Под серебро. Смотрятся они очень хорошо. Вот такие ронделя. И вот первый ряд
Вот он идет. К нему второй крепится ряд. Здесь я поставила вот бусины, 3 штучки под серебро. И есть у меня вот такая шапочка, как цветочек, листик. Посмотрите, концевик. Я решила его поставить, чтобы закрыть 2 ряда, совместить вместе и потом закрыть это все. Вот первый ряд у нас нижний. Он будет завершаться здесь. Я буду завершать, а основной будет ряд у меня второй. На нем будет держаться уже остальные бусины. Здесь я сделала петельку, уже когда одела колокольчик. Теперь проводим вниз до этого колокольчика. Эта петелька здесь остается, она уже не пролезет в дырочку, будет держаться. Теперь мне нужна вот такая бусина, посмотрите. Тоже показывала я в распаковке такую бусину. Она с большим отверстием. И как раз хорошо закрыть эту петельку такой бусиной. Вот посмотрите, все закрылось. Петелька. И теперь я буду дальше нанизывать уже колье. Теперь надо с другой стороны также сделать. Берем, продеваем колокольчик, подтягиваем. Так, подтягиваем вот эту сторону. Теперь надо подтянуть хорошо. Здесь надо мне оставить примерно 0,7-0,8 миллиметров. Держать надо крепко, двигается. Беру инструмент, круглогубцы, так, кусачки и отрезаем, откусываем. Так, не откусить другую проволоку, именно вот эту, которая у нас нижняя деталь. Здесь все подтянули. Аккуратненько. Здесь закрываем. Здесь прячется бусинка и такая бусинка. Вот, видите? И оно будет там держаться хорошо. И здесь надо посадить, чтобы было все ровно. На камеру не очень удобно это делать. Далеко от меня. Подтягиваем. Здесь хорошо ложится бэлик. Так, все, натянула я. Держим крепко. Так, сейчас я откусили. И здесь надо петельку сделать. Загнули. А теперь плоскогубцами надо немного зажать, чтобы она была не круглая, а немного плоская. Выпрямили ровненько, чтобы бусина стала. Берем эту бусину,
и закрываем с двух сторон. Все садится, по-моему, аккуратненько. И закрыли эти петельки такими бусинами. Теперь я буду дальше одевать набор бусин. Хочу посмотреть, вот, чтобы зашла эта шапочка в бусинку. Одеваем большую бусину. Посмотрите, как здорово смотрится, да? Мне нравится, а вам как? Расскажите свое мнение. Вы как крепите? Так же или не так же, по-другому? Это все потом натянется и будет хорошо сидеть. Теперь я также сделаю набор бусин. И шапочку оденем. Где шапочки? Одели шапочку. Можно такую бусинку проставочную поставить. Она красиво смотрится. Ну, больше, наверное, шапочек я не буду ставить. Хватит. Вулканическая лава. Это бусины тоже из вулканической лавы, только покрытие такое цветное. Похоже как на бензиновое покрытие, да, цвет, то есть. И хорошо сочетается с кулончиком. Это колье я буду носить под джинсы, будет красиво смотреться, на белую маечку. И попробую, испытаю фурнитуру под серебро эти шапочки, как они поведут себя, не знаю. Пока не буду покрывать сапон лаком, мне хочется протестировать такие шапочки. Если они будут себя вести, я еще такие куплю. Они мне очень понравились, но они красиво смотрятся на бусинках. Я уже с нетерпением жду такие под бронзу. Только вот жаль, что нет таких медных. Но также я сейчас соберу с другой стороны и вместе поставим замочек. Ну вот, я набрала длину, которая мне нужна. Я померила. Очень все лежит комфортно. Еще будет замочек. И достаточно, не хочу длинное, а именно вот под шейку, чтобы было удобно носить. Теперь сделаем маленькую петельку, постараюсь небольшую сделать. Беру замочек и немножко надо зажать петельку. И теперь здесь немного есть дырочка, не маленькая, а немного есть пространства, и чтобы край, кончик зашел туда, я хочу, спрятался в бусинку. Надо зажать этот край хорошо. И туда зайдет бусинка. Вот так. Ну вот, примерно вот так вот. Видите? Теперь можно поправить немножко, выгнуть. Теперь надо это все передвинуть, поправить, чтобы было все красиво,
ровненько. Вот чтобы попало все как надо. Подтянули. Так, бусинку еще поставить я забыла. Все, теперь откусываю примерно сантиметр и делаем петлю. Так, берем и с усилием загибаем, оставляем для крючка. Так, с какой стороны? Для крючка, чтобы зашел крючок. Так, а теперь подгибаем. Ну, вроде бы получилось все. Теперь надо вот так еще немножко поджать. Поджали. Вот так получается. И пробуем закрыть. Теперь у нас все готово. Держится хорошо на мемори проволоке. Вот как сзади будет. Раз. И одели. Замочек. Такое небольшое колье у меня получилось. Двухрядное. С такими коннекторами. И здесь закрывает проволока, где она совмещается вместе. Крепится. Вот так быстро можно сделать украшение двухрядное. Как вам такой вариант? Я буду носить. И потом вам расскажу, как ведут шапочки. Сделаю еще браслетик. У меня остались бусины. Обязательно. Чтобы был комплектик. Как вам такое колье, понравилось или нет? Расскажите мне, напишите комментарии. Очень интересно ваше мнение. Как вы крепите, если вы делаете такие украшения двухрядные. Ну а если не делаете, вот, пожалуйста, можно вот так сделать. Легко и просто. Если вам понравилось видео, поставьте мне пальчики, пожалуйста, мне будет приятно. Напишите комментарий, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.